Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я со своим сыночком Глебом, и он у нас будет моделью. Мы будем готовиться к школе и демонстрировать нашу жилеточку, интересную, креативную жилет от Владанны. В этом году Глеб идет в 1 класс, и мы готовимся к школе. Нам нужна форма. А так как у меня очень большой опыт в этом вопросе, у нас есть в Харькове несколько лицеев, которые постоянно заказывают в моем ателье школьную форму для детей. За многие годы собралось много интересных идей, наработок в этом вопросе. И я хочу с вами поделиться, считаю своим долгом. Наверняка вы также сталкиваетесь с проблемой, в чем ребенку идти в 1 класс. Помимо брючек, юбочек, сарафанчика, очень часто заказывается жилет. Жилет – это классика жанра, стандарт. Он вносит элемент школьной формы, строгость, хорошо комбинируется с низом любым, хорошо комбинируется с рубашечкой, гольфиком. И конкретно по жилету я сегодня и подготовила этот мастер-класс. Вот то, что вы видите сейчас на Глебе, это классический жилет, который шьем на заказ деткам. Вы видите застежка, карманчики, сзади пряжечка, то есть ничего такого сверхнеобычного здесь нет. Классический жилет, он может быть любого цвета, может быть в клеточку, может быть в комплекте с пиджачком, с брючками, с юбочкой. То есть варианты различные. Все мы знаем, что детки очень быстро растут. И вот, вырабатывая жилет к 1 сентября, буквально к Новому году, эти жилеты уже становятся маленькие на деток. И мамы в панике, как же быть, потому что зимой поддевается свитерок, и проймочка начинает поджимать, неудобно. Поэтому я разработала свой жилет, и сейчас я вас с этим жилетом познакомлю. Мы снимаем классический жилет. Тебе нравится быть в роли модели? Естественно. Ну, Глебу не привыкать, у него есть свой канал. У нас дома появилось 2 котика, Пуся и Катя их зовут. И вы можете посмотреть их жизнь на нашем канале. Вы должны подписаться на наш канал и обязательно посмотреть эти видео про нашу жизнь и про моих котиков. А от котиков мы переходим к жилету от Владанны. Вы знаете, что у меня простых жилетов не бывает. Это жилет мы шили для лицея. Он образец, он немножко большего размера. Это для жилеты для 3 класса, для мальчика. Но вы увидите и поймете, вот сейчас на Глебе все вам сразу станет ясно, в чем же здесь нюанс. Так, сыночек, давай. Жилет из катона, но его можно выполнять и из другой ткани, из классической ткани, к примеру. Здесь вы видите кокеточка, карманчики, пуговички, классический перед, ну и, соответственно, спиночка, подрез по кокетке. Но интересная деталь – это карманы. Карманы, они переходят на спинку вот таким патом. Пат пристегивается на пуговичках. Вот вы видите, вот такая идея. Эта идея нам дает возможность расти. Она нас не зажимает. Вот наш бачок, отсутствие бока, классической проймы, дает возможность трансформации жилета. Зимой можно поддеть теплую вещь с заниженной проймой, а весной и осенью в сентябре не жарко в этом жилете. И очень удобно. То есть ребенок растет, и жилет этот может прослужить 2-3 года.
не 2-3 месяца, а 2-3 года. Детки ходят долго в жилетах, родители довольны, потому что катон, во-первых, долговечный, он хорошо сочетается с джинсами. Детки любят джинсовые брючки, и это удобно. Мамам не составит труда переставить пуговички дальше, ближе, и наша жилеточка послужит как можно дольше. Хорошо жилеточка как для девочки, так и для мальчика. Она красива под юбочку, под брючки, очень просто в крое, так как вы набрасываете прямой участок без проймы, то есть вот с плеча наша жилеточка по прямой спускается вниз. Ну и соответственно от размера, ну вот данная жилетка большая на Глеба, я буду ему делать меньшего размера, то есть соответственно она будет чуть-чуть аккуратнее на него, выше будет горловинка размещаться. Вот это у меня как бы предстоит работа. Мы будем делать жилеточку для Глеба, для Верочки. У меня есть внучечка Верочка, которая тоже идет в 1 класс. И на детском канале вы сможете с ними поближе познакомиться. Вера и Глеб. Так. Естественно. Я взяла лекала, по которым мы будем делать жилеточку нашим первоклассникам. Но главный принцип вы увидели. Вот этот чудесный карман-пад, который переходит на спинку и делает этот жилет необычным, удобным, универсальным на многие годы. Решает проблему. Ну, в данном случае в катоне, но в обычной костюмной ткани мы тоже делали. Есть заказы индивидуальные, мамочки заказывают своим деткам, есть заказывает школа, поэтому варианты могут быть различные. Также подобный принцип можно сделать жилет и на взрослого. Он тоже очень модно и креативно смотрится. Вот такой чудесный карманчик, который переходит на спинку и фиксируется пуговичками. Сейчас мы все нюансы разберем на моих лекалах. Глеба отпускаем, у него много дел, надо поиграться, побаловаться. И он сам знает, чем ему заниматься. Всем пока, до встречи на моем канале. Я побежал к своим котятам. Август месяц у нас горячая пора, потому что мы в ателье, помимо постоянных своих заказов и клиентов, шьем школьную форму. Но не могу я отказать своим любимым лицеям, учителям, и всегда как бы детки это святое. Это вы видели классический жилет на подкладочке, но последнее время мы перешли на подобные жилеточки, потому что они, во-первых, быстрее в изготовлении, удобные в носке. И действительно жилет на вырост. Эти жилеточки полюбили как детки, так и их родители. Удобные, нигде ничего не зажимают, не ограничивают в движении и подходят катоновые под разную одежду, под свитерочки тепленькие, порой зимой холодно. Такой у меня чудесный жилет. Здесь использована отстрочка контрастной голубой ниточкой, пришиты пуговички, опять же их можно запросто маме переставить уже по фигуре ребенка. Девочки, как всегда, хотят плотнее выявлять талию, ну а мальчикам в принципе все равно, наоборот, они любят все посвободнее. В этом жилете у нас выкраивался цельнокройный подборд и 2 слоя кокетки. И вот как раз в кокеточку заходит наш подбордик. Цельнокройный подворот низа и двойной карманчик.
Вот вы видите, вышивка сделана непосредственно на полочке жилета, вышивка лицея. Также моя этикетка фирменная, Владана, авторская модель. Был сделан комплект лекал на разные размеры, 4 градации, самые маленькие, потом маленькие, средние, большие, в зависимости от размеров ребенка. Была одна примерочка, на которой мы корректировали направление плеча ребенка и намечали наши пуговички, место расположения, чтобы жилеточка хорошо лежала на плечиках, не двигалась, регулировался баланс с помощью этих патов, поэтому все было достаточно просто. Я думаю, без труда девочки, которые умеют шить, по этой идее смогут пошить такую жилетку не только ребенку, но и себе. Вот вы видите деталь переда. Это кокеточка. Вот наша кокетка. Она без плечевого шва. Деталь переда выкраивается с цельнокроенным подбортиком. То есть это все вырезается. Для нашей жилетки нам необходимо 2 детали переда с цельнокроенным подбортом, 2 детали спинки, деталь кокетки со сгибом. Это также 2 детали. И вот такой карман. Карман-пад. Он двойной и тоже со сгибом. Вот наш карман. Сгиб проходит по нижней части. Сейчас я расстегну нашу жилеточку. На эту жилетку мне понадобилась одна длина ткани 55 сантиметров при ширине 1,40 м. Вы берете и меряете длину от плеча до линии бедер и получаете необходимую длину расхода ткани. Все очень просто. То есть линия по кокетке по прямой переходит в спинку. Нет у нас проймы, то есть все прямо, ровно по ширине спинки. Соответственно, также и перед. Вот он по прямой идет до низа. Ну, а тут вы уже регулируете длину по своему ребеночку, по своему росту. Место расположения карманчика можно двигать выше-ниже. Соответственно, кокетка, опять же, может быть, может не быть. Но на катоне захотелось дополнительной детали, вот поддержать это направление кармана, и появилась линия реза по кокетке. Вот такая модель вы рассмотрели. Здесь у нас горловинка, двойная кокеточка, одна другой обрабатывается. Подшиваются края, вот заворачиваются. По обработке все очень просто. Фиксируется под пуговичками пуговицы, чтобы они не отрывались. Карманчики настрачиваются по краю, делаются петли. Размер на 3 года вперед, с 1 по 3 класс. Все очень универсально, удобно и просто. Вот такой жилет. Захотелось поделиться своей идеей. Я думаю, что в канун 1 сентября это видео актуально, и вы для себя почерпнули какой-то интерес, какую-то новую идею. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, дорогие друзья!